Так, ну что, друзья, добрейшего всем денечка. Мы с вами в Дубае. Сейчас мы с вами на Пальме. Пальма Джумейра. Сейчас у вас будет продолжение. Такое небольшое начало. Это у нас серия видеороликов из Дубая. Поэтому подписывайтесь, заходите в плейлист. Смотрите все видео. Много всяких полезностей, рассказов, интересностей. Конечно же, как всегда, заряд положительных эмоций, солнце, море. Самые интересные места, локации, отели. То есть, где поселиться вам хорошо, удобно, уютно, комфортно, по бюджету. Спасибо вам огромное за вашу поддержку в предыдущих видео, за ваши лайки, за ваши комментарии. Вы прям мотивируете меня. Такие уж алгоритмы YouTube, да, что без лайка, без комментариев видео не показываются остальным людям. Спасибо огромное. Вам тоже лайк, авансы тоже нажимайте, чтобы потом не забывать. Ну а всем, кто хочет купить квартиру в Дубае, в Турции, в Таиланде, в других городах, в других странах мира, пишите мне все ссылки под видео, любые способы связи. Кто хочет оформить тур, пишите Жанне. Тоже все ссылки под видео. Отправит вас в любую страну мира, в ваш лучший отдых, так, чтобы вам действительно было интересно. Все квартиры только от проверенных застройщиков. Без всяких агентских комиссий, от нас наоборот только бонусы. Такие плюшки, да, открытие расчетных счетов, резидентство, помощь в оформлении, ВНЖ, все юридическое сопровождение, только от надежных застройщиков, только с лучшими партнерами, проверенными, потому что, вы понимаете, я лично отвечаю своей репутации за все. То есть, если я нахожусь в стране, я с вами тоже могу поездить, все показать. Вот, иногда, конечно, тоже прилетаю, сопровождаю, поэтому до скорых встреч. Все, устраивайтесь поудобнее и приятного вам всем просмотра. Мы уже с вами на Пальме. Сейчас скоро здесь увидимся. Сейчас немножко доедем из отеля. Наше утро еще начинается с приятного такси. У Яндекса здесь очень классные машины. GMC Yukon, все новенькие, чистые. Сегодня мы с вами приехали на Пальму Джумейра, искусственный насыпной остров. Кстати, мы уже на острове стоим, в море. Ну а поездка на таком прекрасном автомобиле от нашего отеля до West Beach. West Beach, кстати, так называется пляж Пальмы, West Beach, Пальм. 45 дирхам, 1100 рублей. Всего лишь 12 долларов. Да, ну смотрите, как здесь здорово. Фонтаны, куча разных кафе, баров. Сюда можно приезжать как днем, так и вечером. Здесь много всяких развлечений. На Пальму вообще можно приехать даже не на такси, а на так называемой электричке, на местном метро. Если поедете на метро, садитесь прямо в первый вагон, покупаете золотую карту. Это действительно незабываемое ощущение. И там нет машинистов, вы садитесь. Все, едете сами, как будто управляете поездом. Что, представляете, что раньше вот здесь вот вообще был Персидский залив. Потом все это засыпали специальным илом. Это все очень долго делалось, потом песком. Представляете, построили здесь даже вот не такие здания, там еще даже небоскребы, дальше есть огромные гигантские отели. Есть такой ствол прямой, и по бокам расходятся пальмы. То есть это огромное гигантское сооружение. Но чудо света, как ни крути. Когда ты стоишь, вот сейчас мы здесь в начале, да, еще мы были там вдалеке, в конце, когда ты там стоишь, ты смотришь и понимаешь, как вообще такое можно построить, когда это можно додумать. И причем все это не размывает, не осаживается грунт, то есть это все технологии проверяли очень-очень долго. Самые лучшие мировые эксперты, строители со всего мира собирали самые лучшие умы и все это строили. Все уже стоит годами, представляете, все проверено. Это не один такой остров. Там у нас еще есть остров Blue Waters, Beachfront. Вот он, кстати, постройки. Здесь очень интересные проекты есть. Сейчас как раз идет строительство. Топовая локация просто, потому что там не так много места для стройки. А место действительно обалденное. Если кто хочет, пишите. Я вам все покажу, расскажу, объясню. Можно онлайн-встречу, онлайн-зум сделать созвон. Или можете сюда прилететь, здесь вас встретим. И еще есть остров в виде нашей земли. Представляете, такие острова прям в виде всех стран сделаны. Вообще обалденно, конечно, грандиозный проект. Там тоже будет стройка, все будет застраиваться домами, виллами, коттеджами. Так, ну смотрите, вот такие вот шезлонги, стоимость 150 дирхам за одно место, полотенце включено, зон, получается 3700 рублей или 40 долларов. Много-много разных заведений, вот, не знаю, что по ценам, надо ходить смотреть, но примерно, я думаю, одинаковая цена. Ну, если не хотите платить, можно вот за стол сесть, пожалуйста, заказать что-нибудь, вот, так чисто посидеть, но, конечно, купаться там можно сходить, но туда-сюда бегать не получится, наверное, все будет мокро, но там по ситуации можно. Но здесь, видите, немножко твердый песочек. Давайте так к берегу еще подойдем. Здесь чуть-чуть помягче. Насыпь. Но здесь, видите, никто с полотенцами не лежит. Я так понимаю, частные. Это все частные пляжи. Таких фри-зон нету. Ну, тут можно, конечно, лечь, вам никто ничего не скажет.
Ну, никто не лежит. Вот, смотрите, водичка здесь тоже чистая такая, кристальная. Сильных волн нету. Как всегда, вам заряд морских пенных. Здесь у нас Персидский залив. Ну, так тоже можно назвать морем, потому что все проливы они называются морские проливы. Ой, ветерочек такой свежий. Фракцию песка, да? Давайте, как всегда, мы с вами любим. Ну смотрите, здесь песок. Мне кажется, это ракушечник такой. Песок с ракушками. Поэтому ракушечник этот перемалывается. И, наверное, песок из него происходит. Ну, вам на многие пляжи здесь завозят. Я думаю, что здесь тоже завозили какой-нибудь песок с более мелкой фракцией. Он был такой красивый, свеженький. Конечно, завозили. Это же насыпной остров. Насыпали и завезли песок. Логично, да? Видите, сколько мест в одном, втором, третьем. Смотрите. Отдельно шезлонг или диванчики вот такие. Ну, это, конечно же, больше вот для жителей отелей. То есть здесь живешь, вышел, пошел на пляж. Специально, я думаю, что нету смысла сюда приезжать. Мы просто заехали все вам поснимать. Сейчас поедем еще на какую-нибудь локацию. Обязательно кепки носите, потому что вот сейчас декабрь месяц, зима, кажется. Но сгореть можно просто в хлам, просто угореть. Интересно, с собой берите, но кепку вообще обязательно носите, чтобы и воду всегда с собой носите. Здесь, конечно, классно. И вечером можно приехать, если идешь, здесь все как Бродвейная улица такая, видите, везде кафе, дискотеки, бары. Должна быть очень атмосферно. Вечером тоже хочу сюда приехать, посмотреть все. Смотрите, как здесь внутри прям есть парк, пальмы, тенечек. Смотрите, вот здесь квартиры есть. Можно здесь заселиться как на аренду, так и на покупку. Тодос, танцевальные студии, куча всяких развлечений, кафе. То есть все для жизни сделано. А вот здесь вот у нас сейчас с вами будет смотровая площадка. Видите, какой небоскреб построен. Детские площадки, качельки, видите, можно. В общем, все для жизни сделано. Здесь воркаут площадки. Здесь внутри у нас огромное количество кафе, баров, ресторанов. Даже есть Декатлон. Ходишь и не понимаешь, как. А раньше здесь, на этом месте, мог быть океан. Теперь такие сооружения гигантские. Проходим через торговый центр, поднимаемся на эскалаторах и в наш парк выходим. И здесь у нас вход. The View Palm Jumeirah. Билеты стоят от 100 дирхам, 2500 рублей. И там дальше можно взять кофе, без кофе, этажом выше, этажом ниже. В общем, разные варианты. Детям 60 с чем-то дирхам. Чтобы попасть на башню, надо пройти через аквариум. Такое все как будто реалистично, как будто живем жанр плавает, проплывает. Так вот был океан, и на нем построили пальму. Вот так вот танкеры приплывали, засыпали все это дело. Сначала илом, потом камнями, потом песком. Здесь можно принять участие в строительстве пальмы. Марины строили, отели строили. And architectural ingenuity. This is the Palm Jumeirah. The iconic island was born from a vision to create an unforgettable masterpiece that would showcase the spirit of human possibility and transform the Emirate into a buzzing metropolis and a global tourist destination. His excellence connecting the Dubai mainland to the island, the shape then began to resemble a palm tree, a true Dubai icon. Nearly 100 million cubic meters of sand from the bottom of the sea and 7 million tons of rock from nearby mountains in the northern Emirates were carefully positioned using GPS technology and satellite images from space to create one of the most recognizable icons of Dubai. Constructed in less than 6 years,
From 2001 to 2006, the first of its kind man-made island is a monumental feat of engineering and modern technology. It is one of the few islands in the world, a pioneering symbol of Dubai's transformation into one of the world's... Очень здорово, целая экскурсия получается. Сегодня просто за подъем платить, а здесь кино показывают, рассказывают, как все это строилось. Все технологии, лучшие инженеры собирались. Здесь вот ходишь, все смотришь. Так, вот танкером, видите, все засыпали. Получается вот такая вот пальма. И вокруг нее такой контур насыпан. С гигантскими валунами там нарезать, чтобы все не разбивало. Все было продумано так, чтобы тоже волны сюда проходили, течение проходило, омывалось все, и вода там не тухла. Все это строилось миллионы вообще тонн. Развлекали, все это здесь насыпали, завозили. Представляете, какой надо было создать грунт, чтобы потом туда вбивать сваи и строить небоскреб. Здесь прям показано, как все делалось. При этом они рассказывают, что они должны были все сохранить так, чтобы флора, фауна, чтобы рыба там, да, все так же заплыла, не умирала. Водолазы там исследовали все, ставили всякие датчики. Так, мой вам совет. Мы в прошлый раз приезжали сюда, просто на автобусе завезли на пальму, туда в самый конец, вот где вот эти валуны вам показывают. Высадили, мы там ходили, погуляли, приехали, мы вообще ничего не помнили. Вот куда надо приходить, вот в это view пальм, вот в это место, вот здесь вот прям атмосфера. И понимаешь, что ты на пальме. А там мы просто вышли, походили возле этих валунов, обратно на автобусе уехали. И там всегда много автобусов, туда вас возят. Поэтому экскурсию на пальме не берите, сами сюда приезжайте, либо чтобы в экскурсии было вот это view точка. Так, ну что, добро пожаловать, 52 этаж. Я уши заложил, так быстро поднимались, там видеопроектор стоит. На камере ничего не видно, а вживую так видно все. Жанна боится наступать. Страшно? Нет. Ничего себе, смотри, там бассейн есть, Infinity. Я бы там поплавал. Красота. И дрон не нужен. Ну, смотрите, здесь видите, как можно по кругу ходить и смотреть. Там на 60 дирхам больше было, и можно было здесь в кофейне тикет получить, кофе попить. Но мы кофе не хотим, потому что на завтрак очень сильно. Вот как классно, смотрите, все отсюда видно. Видите, люди там живут, бассейны свои. Дальше еще пройдем, посмотрим. Марина с яхтами своими, виллы там. Вот так, оттуда мы приехали. Видите, можно на метро ехать, можно на машине. Смотрите, сколько. Кажется, пальма такая, вот кажется, узкая, да, получается? Здесь, смотрите, дома, дороги, дома, метро опять. Дома с этой стороны, несколько полос дорог, и туда у нас ветви расходятся с пальмами. Смотрите, чтобы брать недвижку на пальме, нам сюда обязательно подниматься, на вертолете полетать, посмотреть, где вы сможете купаться, где нет. То есть, кто любит купаться, вот этой зоны, они не купабельные, потому что есть марина, и, естественно, там у нас внизу тоже ограждение, чтобы не купались, потому что вода здесь не сильно омывается. А надо брать вот там вот на ветви, да, по голубе она там лучше промывается, и там можно купаться. Здесь, конечно, классный эффект такой, да? Очень красиво, прям вообще ствол такой потрясающе расходится. Я очень хотел здесь прыгнуть с парашюта. И здесь прыжки с парашюта, но время вообще не позволяет. Все равно бегом. Вообще, я всегда, когда подхожу к выбору недвижки, я очень тщательно просто открываю все рендеры, все виды с дрона, стараюсь сам запустить дрон, да, вот в Турции, неважно где. И смотрю, то есть там, где стройка, да, то место, тот план, и изучаю, как будет дальнейшее, там строительство, будет вам вид перекрывать, не будет перекрывать. То есть там будет въездная группа, шум машин, чтобы не мешало. Вообще, вот мне на клиента просто дают, говорит, выбери мне квартиру, я им выбираю, мы приезжаем к застройщику, я говорю, нам такой-то надо. Смотрим, мне нравится. Конечно, да. Так что вот так вот тщательно все подхожу, сижу прям, вот досконально все изучаю. Все проекты, все. Также и здесь, если ты прилетел за виллой, не пожалей денег на полет на вертолетах, да, поизучать все самому стоит не то, что тебе скажет брокер, да, брокер может продать тебе, сказать, что вот здесь вот лучше, потому что у него там комиссия хорошая. Нет, нужно прям самому все тщательно и иметь такого брокера, чтобы он вам все подсказал, все изучил. Не пожалел денег, полетал, посмотрел, с дрона запустил, если на дроне нельзя летать, сделал эксперта по дрону. Все это сидите, разбираете прям досконально. Все ваши желания закрывал, потому что, да, если покупать такую виллу, естественно, там хочется выйти из нее с утра и плавать, да, если вы так вот купите. Вроде бы дорого, да, так кто-то удаленно покупает, но плавать вы сможете только в бассейне, ну, конечно, это будет таблон, да, прилетите и очень сильно расстроитесь. Но это касается не только этой локации, вообще вот любой локации, все нужно досконально изучать. Поэтому welcome, я вас жду. Слушайте, ну вот эту экскурсию, вот эту локацию я прям вообще от души рекомендую. Ходишь, и у тебя прям здесь, знаете, мурашки от восторга. То есть прям действительно все это захватывает. Когда ты понимаешь, как все это строилось, да, какое-то, блин, чудо света.
То те архитектурные сооружения, которые здесь есть, да, все это просто потрясающе. А вот там у нас мир, как раз насыпной остров, видите, строится. Ну, то есть его уже насыпали, и сейчас ждут, пока там усадочка будет. Сейчас я вот так вот вам покажу, видно или нет, вон она там. Вот она пальма, где мы, блин, почему такие блики стали тут на автоматических, а вот здесь вот остров Мир. Видите, насыпают, и сейчас строят еще одну пальму. Вот здесь. Сейчас там, кстати, земля продается, поэтому есть большие деньги для инвестиций. Можно заходить, потом ее можно перепродавать застройщикам и строить там будут. Еще раз для тех, кто, может быть, не смотрел предыдущее видео, вот такие значки, это официальный таксист IC. Так, ребят, сейчас покажу вам обалденное предложение. Квартира вот в таком комьюнити, представляете, такое вот сообщество. Здесь виллы, есть лагуны, здесь будет жить сам шейх. В территории есть просто абсолютно все. Теннисные корты, бани, сауны, хамамы, лагуны, спортивные площадки, парковочное место, естественно, включено в стоимость. В некоторых квартирах больших, там, в двушках даже есть 2 парковочных места, парки, фитнес-центр, развлечения, кинотеатры, бассейны, в общем, все что угодно, все, что нужно для жизни. Так, сейчас есть буквально несколько юнитов вот в этой башне. Есть на эту сторону и на ту сторону, на лагуну. Туда на такую красоту. 1,5 миллиона дирхам стоит. Это у нас получается 408 тысяч долларов. Но есть отличный вариант рассрочки. 25% можно вести, а остальное все в рассрочку. Если сам шейх выбрал вот это место для жизни, значит, это будет лучшее место для вашей жизни тоже. Квартиры сдаются полностью под ключ, только без мебели. Все остальное есть, сантехника, да, в ванной. Эта квартира у нас аж самого топового застройщика, с лучшим материалом, лучшее качество. Здесь у нас есть тоже обалденные квартиры, самые лучшие вообще варианты. Так, сейчас будут выходить с продажи скоро новые этажи. Можно встать в резерв, да, 10% от суммы мы платим. Они становятся у нас, замораживаются, и мы с вами здесь выбираем онлайн, или вы здесь физически находитесь, самый лучший объект, да, и либо его подтверждаем, либо не подтверждаем. Если подтверждаем, деньги возвращаются. Я жду вас в Дубае, прилетайте, проведем вам презентацию застройщиков. Кто не может прилететь, можем онлайн провести презентацию, чаем, кофе, напоем. Покажу вам все проекты, расскажу. Конечно, строят вообще потрясающе, подающиеся вообще пониманию, как такое можно построить. 1,5 миллиона дирхам. Ну, вообще топовый застройщик, качество отделки, которые там есть, это вообще что-то с чем-то. Можно руками здесь все потрогать в шоуруме. То есть ты закрываешь дверь на балконе, это просто такое качество. Все делается здесь, в Дубае. В общем, прилетайте, кто хочет. Я, если буду здесь, вас встречу. Если нет, то мои коллеги, партнеры вас встретят. Все покажут, расскажут, какие есть варианты. С рассрочкой, что очень удобно. Здесь от 25% рассрочка и до конца строительства. И, допустим, после конца строительства есть тоже вариант, что вы платите еще и потом в рассрочку. То есть уже можно в аренду сдать и получать доход. Есть застройщики, которые прям сами шейхи, владельцы земель, владельцы стройки, владельцы всех этих компаний. Блин, поражает вообще качество материалов и все остальное, небоскребы, которые они строят. То есть проекты уже, которые подходят к сдаче, тоже можно купить на первичке, на вторичке. Есть варианты, кто-то инвесторов перепродажу делает. Так, ну что, дорогие мои, мы с вами добрались до пляжа на нашего. И сейчас давайте померяем водичку, температуру. Сводки с дубайского побережья, Персидского залива, как всегда, заряд морских эмоций. Сейчас опустим градусы, теперь у меня 2 градуса. Мы будем мерить воду, вы пока заряжаетесь вот этой красотой морской. Вода теплая, сразу вам скажу, декабрь месяц. Так, опускаем наш градусник, пусть он для точности набирает. Сейчас я еще поглубже зайду, вы пока заряжаетесь. Логично. Пляж здесь песчаный, там еще такой ракушечек, потому что много ракушек на пляж убивает. Это у нас Дубай, HBR Beach. Сейчас я вам покажу, сколько у нас воды. Ну, сейчас самое время, конечно, приезжать на отдых. Вообще класс, тепло, видите, погода классная. Так, как отдыхать, погулять, экскурсионочку в отель. Хотите за покупку квартиры, на аренду квартиры, если надо, пишите. Я вам здесь все организую по турам, Жанне, пишите. Она все организует под видео, там здесь вся информация есть доступна. Так, ну что, достаем. Смотрите, 28,1 водичка, 28,2 на нижнюю смотрим. И сюда смотрим, 28 градусов, технологии до чего дошли. Apple Watch показывает теперь температуру воды. Вот это круто, вот это нам не хватало, поэтому градусы можно так вытрусить. Я, конечно, сейчас достану попозже, но вот это классно, мне понравилось. Он измеряет погружение, глубину и показывает, сколько температура, 28 градусов. Четко меряет, то есть там с десятыми 28,2 получается.
А это 50. Я думаю, что это достаточно. Все, всем заряд морских эмоций. Заряд. Классно еще погодка. Приезжайте. Но здесь, мне кажется, и в январе можно тоже холодно не будет. И атмосфера чуть на пляже. Ворона танцует. Что, влог снимаете? Сейчас я вам замер воды делаю. Обязательно подписывайтесь в Telegram. Я вам там все четко выкладываю, сколько градусов вода. Вот. Ну, может, приложу вам то видео. Да, давайте вам тоже видео приложу, и вы посмотрите, что там в шортсах я выкладываю в Instagram, в Telegram. Там очень актуальная информация. Там можете прямо спускаться в комментариях, в Телеграме писать. Друг другу можете свои видео закинуть, свои фотки закинуть. Очень классная вообще платформа, обязательно подписывайтесь. Заряд вам всем пенных и морских еще раз. Смотрите, в нашем отеле есть бассейн, шезлонги, полотенца. Но мы сюда вот не добираемся никак, только сейчас добрались, специально, чтобы поснимать, посмотреть. Вот, искупаться не успеваем. Потрогаем водичку. Ой, вода теплая, класс вообще. Градусов, наверное, 28. Вот так вот. Барчик тут тоже есть с напитками. Чем хороша локация GBR. Здесь жители сюда приезжают. Мы сюда приехали, смотрите, сразу GBR охватили. Красивейший райончик, красивейшее местечко и пляж. И также отсюда можно пройти вот туда по мостику в район Blue Waters. Там у нас колесо обозрения. Сейчас мы туда и отправимся. Конечно, очень здорово. Пляж, зеленые территории, парк, детские площадки под навесом, красивые. Зоны для прогулок очень много. Очень красиво здесь, конечно, гулять. Небоскребы все светятся разными цветами. Мост здесь такой с подсветкой, деревянный. У нас здесь деревянный, отсюда, кстати, открывается классный вид на GBR. GBR большая набережная. Вот там мы плаваем, и туда дальше уходим. Там у нас пальма уже. Здесь у нас Blue Waters район. Вот мы с вами в районе Blue Waters. Голубая вода, значит. Смотрите, здесь Макдональдс есть. Кафешки разные. Магазины с этой стороны. Вот так вот все. Сейчас войдем. Он большой пляж, по-моему, должен быть с той стороны. Здесь на Blue Waters квартиры на продажу вообще нет. Когда они только появляются, они появляются по очень высокой цене. Сразу же уходят, на них очередь здесь стоит. Потому что здесь ограниченная территория. Это место очень любят русские ребята. Здесь реально такое комьюнити, свое сообщество. Здесь все тусуются, очень многие сюда приезжают, наверное, видели. И поэтому квартиры здесь в цене. Только растут. Вот такие вот дела. Тот остров тоже насыпной, как и пальма. То есть сначала там ил со дна сюда переводят, потом камни, валуны, песок. В общем, все это также делается по технологиям самым лучшим. Самыми лучшими архитекторами, технологами со всего мира. Я бы, наверное, не хотел здесь жить, потому что очень ограниченные территории. То есть, если надо куда-то поехать, надо прям ехать и через мост идти. А там вот и на GBR, и на Марине живешь, у тебя все в доступности, огромное вообще пространство, огромное количество районов. Где захотел, туда и пошел, поехал. С острова как-то, ну, с полуострова, естественно. Уезжать как-то посложнее будет. Естественно, самая знаменитая достопримечательность здесь это колесо обозрения. Просто гигантское, по-моему, самое большое в мире. Ну, в Дубае все самое большое. И оно сейчас не работает, работало, а теперь не работает. Никто не знает, что с ним случилось. Везде разные версии пишут. Смотрите, какие эти колонны, просто гигантские. Толстенные трубы. Вообще высота безумная. Давайте по ценнику на кафе здесь. Какой-то London Project. Потому что здесь цены дороже, чем на GBR. Смотрите, пасты. От 75 минимум и дальше за 155 дирхам. Что у нас тут еще? Гриль. Ну так, кстати, на паузу разряд, цены выше, чем там у нас. 35 дирхам это 3400 рублей за пасту. Нормально, да? У нас средний ценник там вот, ну вообще и там везде, и на Марине, на GBR, ну и вообще везде, в принципе, там. Средний это 50. 30, 40 и пошло. Ну, как бы, естественно, мясо там подороже, а так средний ценник блюдо 40-50 дирхам. Получается там $13, 1200 рублей. О, засветилось. Вот, блин, стоял я на том ракурсе, красил. Не светилось, теперь засветилось. Заведений очень-очень много, видите, прям там целый Бродвей. Ну, вообще райончик дорогой, как на недвижимость, так и на питание.
на пропитание. Так, вот у нас карта Blue Waters. Вот так вот резиденция у нас здесь. Еще в Телеграм выложу, кому интересно, можно посмотреть. А, вот, кстати, отсканировать можно, попасть на цифровую карту. Вот у нас пошли жилые комплексы, апартаменты, гостиницы здесь. Такой не маленький, вот, полуостров большой. Слушайте, ну, честно, не знаю, чем нравится здесь район. Прям, ну, какой-то прям совсем небольшой. Я бы не хотел, наверное, здесь жить с точки зрения локации. И вот заведений очень ограниченное количество. Разнообразия не так много. То есть, если жить здесь неделю, придется на денек здесь поживешь, поешь, и все время надо будет куда-то ехать, ходить, уезжать на такси или пешком далеко-далеко только туда. Так, ну слушайте, GBR. Я рекомендую к заселению Марину. Тоже рекомендую, чтобы жить. На Blue Waters вообще не рекомендую заселяться. Просто здесь есть апартамент. Я тоже смотрел. Ну, все ребята русские живут. Давай тоже сюда. Вообще прям. То есть настолько ограниченное пространство. Вот там кафешек определенное количество. И все. Здесь больше нечего делать. Вот мы сейчас практически вот весь обошли. Там только жилой фонд уже начинается. Комплексы. Блин, вообще делать нечего. Просто все время пешком придется ходить туда на GBR, на Марину уже еще дальше. Вот. Либо все время на такси кататься. Вот видите, сюда люди просто приходят прогуляться и уходят. Blue Waters. Если вдруг кто не понял, как называется, то можно по-разному понять. Вот видите, мост, все, вот мы сейчас обратно туда, на GBR пойдем. Ну, нам на GBR больше всего зашло грузинское кафе Старый Тбилиси. Очень вкусные хинкали, всякая еда другая. И по ценам, кстати, очень разумно. Потому что там на первой линии, в море тоже, конечно, подороже цены. И как-то есть особо нечего. Там и арабская кухня, мексиканская. А вот здесь вот самое вкусное получилось. Еще сегодня какие-то танцы. Давайте на всякий случай, кто другое видео не смотрел, вот если у вас получится. Ну, QR-код навести телефон, зайдите, посмотрите цены здесь. И меню. Смотрите, какие здесь порции. Мы тут хинкаль до этого заказывали, я сейчас тоже хинкаль заказал. Жан сегодня куриный шашлычок заказал, 60 дирхам, 1500. Куриный шашлычок, это для кебаб заказывали. Смотрите, это вот 2 штуки таких. Сардели огромные. Порция просто гигантская. Очень вкусный, салат вкусный. Я вот еще, мне ничего не принесли, комплимент. Здесь булку такую огромную дают, запеченную прям. И вот вам порция хинкали, 5 штук. Тоже что-то там 50 дирхам, и музыка живая. Всем приятного аппетита. Дубай, Дубай. Сейчас мы решили в Марину прогуляться. Марина Молл. Здесь заодно сходим, что-нибудь еще посмотрим. Хочу купить себе микрофоны беспроводные. Есть тоже цифровой магазинчик. Здесь очень красивый, конечно, район. Так, здесь райончик Марина. Такой классный. А дальше у нас район GLT идет. Он чуть-чуть потише, он лучше в плане вот, дальше проживания, если хотите жить. Есть такое более все равно туристическое еще место. Ну и самое классное, очень красивый, просто потрясающий. А GLT еще лучше, он потише. И на 15-20% квартиры там дешевле. Вот завтра должна быть презентация башни одной этаж, там мало земли осталось. И очень мало чего застраивается. Вот. Но я не пойду, хотел сходить, потому что должна была быть офлайн презентация. Там со всеми делами, с шампанским, с открытием. А прям этажами все разбирают. Но сказали, что будет онлайн презентация. Но онлайн я не пойду, они такие, ну, спокойные. То есть там просто экран, брокеры. Все стоят, брокеры на связи с своими клиентами, как и мы с вами. И все, кто вносит там предоплату. Вот, если прям топовый объект хороший, а их там мало объектов, потому что очень мало земли, буквально несколько башен осталось построить. Вот, и все, прям разбирают этажами, инвесторы разбирают, кто-то там квартиры, юниты здесь называют, разбирает. Вот. И вот так вот это все происходит. Ну, на онлайн как бы не особо интересно. Вот, поэтому ждем, может, что-то еще будет интересненького, снимаю его. Вот, но если нет, мои коллеги мне пришлют. Я все равно буду показывать, в Телеграме следите, обязательно подписывайтесь. На сайт заходите. На сайте тоже много проектов. Сейчас современную CRM-систему делаем. Вот, там будет вообще очень много всего. Все квартиры вообще и в Дубае, и в Таиланде, и в Турции. Вот, делаем такую цифровую платформу мощную. Вот, и, кстати, у нас партнерская программа запускается. Вот, если вы риэлтор со стажем, вот, или без стажа хотите научиться, но лучше, конечно, со стажем, вот, то приглашаем вас к нам в команду онлайн. Вот, можно очень хорошо зарабатывать. Поэтому
пишите. Ну, конечно, да, с опытом нужно, желательно с опытом. Можно в обычной недвижимости, там, в российской, где работать. Если вы работали с зарубежной недвижимостью, это вообще круто. Прям по направлениям, вот, будем по странам у вас распределять. Тоже онлайн все можно работать. А если вы офлайн даже находитесь там, в той стране, с любой стороны, конечно, пишите, вот, то вообще будет круто. Давайте покажу вам, кто не видел предыдущие выпуски. Дубай Марина. Какая она красивая. Днем и вечером. Очень классное место, вообще прям. Вода здесь, яхты, лодки. Плейлист заходите, смотрите все видео из этого путешествия. Можете зайти в плейлист 5-летней давности. А тоже очень актуальное видео есть про законы, что здесь можно, что нельзя делать. На самом деле все очень мягко. Если снимать нельзя, я хожу снимаю. Хотя вот мне недавно говорили, что это кто-то снимал что-то на телефон даже себя. И к ним подошли, женщина, пожаловалась, сказала полиция, что она попала в кадр. Полиция дошла, мне просто сказала, просили удалить, просто удалили кадр. Как насчет запрещеночки, друзья? В сухом законе. В общем, есть алкашоп. Сейчас расскажу вам, где он. Локацию оставлю в Телеграме. Так, давайте по ценам вам шампусик. Этот 78 маркин просека. 78 дирхам, 1900 рублей, но в этом 1200 где-то фри стоит. Если снимать, вообще точно нельзя место палить. Так, посмотреть денежка. Ну, 250, то есть разные цены. 50 дирхам, это у нас 1200. Это очень. Ссылка будет в Телеграме на локацию. А так есть что, Марина Молл. Марина Молл и вниз на паркинге. Кстати, сейчас выйдем, я вам расскажу, как найти, кому надо. По 32 и по 25 даже, по 29. Что на любой вкус цены. Так, вот так выглядит магазинчик. Это у нас Марина Молл, P1, называется этаж на парковке. Ну, здесь по эскалатору можно вот так вот спуститься. Покажу вам, находится рядом магазин. Чтобы ориентир имели. Чтобы камера попалась, чтобы очень у меня пока проблема будет. Так, вон там магазин, где тент. Он не понимание, ой, я чуть не упал в обратную сторону, конечно. Что со мной делает контент? Вот так вот смотрим. У меня, может, видите, камера это. Еще есть, чтобы арабы не видели, я в ту сторону пошел. Потом вот живой контент. Вот такой магазинчик, короче. Когда-нибудь эта камера меня доведет. Вот отсюда спускайте. И все, будет вам счастье. А лучше не спускайте. Лучше здоровый образ жизни. Кофе, чай, спорт. Будет очень все здорово. А вот рядом с продуктовым магазином, вот вы его точно здесь найдете, не ошибусь, Дубай Марина. Зачем я это все показываю, да? Лучше все без всего этого. Ну, мы взяли одну бутылку шампанского. Жанни. Там к нам охранник подошел, там в очередь стояли, сказал, типа лицензию просил, у всех спрашивают. Мы говорим, вы по паспорту сейчас интересует, ничего себе, здесь ничего запрещено. Здесь, по-моему, запрещено целый магазин этого. И вот снимать этих электронных сигарет целый магазин, а я вот сюда все пришел. Да, микрофон себе купить, еще что-нибудь. Я как вижу эти все магазины с объективами, каждый раз сюда бегу. Как-то не могу найти нормальный объектив на свою большую камеру. Здесь и дроны есть, и все, микрофоны. Зайдете в магазин, здесь в торговом центре продуктовый, лучше не заходите. Это что-то типа азбуки вкуса нашей, потому что аренда здесь очень дорогая в торговом центре, и ценник здесь тоже очень высокий. Здесь есть магазин типа Carrefour. Вот. Такие мини-маркеты, там цены, естественно, получше, побольше, поэтому я даже снимать цены не буду, то вы ахнете. Хотите ахнуть? Пойдемте ахнем. Приготовьте, сейчас вам покажу. Давайте чипсы, вот самые там простецкие. 20 дирхам. Открываем. 20 дирхам. 500 рублей. Оп, не падаем. Не падаем. Дальше пойдем. Что еще у нас есть? Ну вот любой товар вообще просто. О, Кузя. Знакомый продукт, ребята. 13,50. 329 рублей. Опять же, я вам говорю, это Carrefour, я зайду, я вам поснимаю. Мы даже вот у нас в магазин воду покупаем намного дешевле. Пойдем воду посмотрим. Если я не знаю, что это за магазин, я спросил, ребята, мне дайте по азбуке вкуса ваши. Да? Если я вам чай покажу. Я так снимаю, но я не могу ходить по-нормальному. В Дубае это не очень приветствуется. Вон печенье Орео 13 дирхам. 13 дирхам это... Ой, никуда забил. 329 рублей. Ничего себе, это все шампанское. То есть даже вот, знаете, 12 дирхам то же самое, да? 300 рублей, такие вещи. Мы как раз зашли, мы такие, что со ценами?
это не упали прям вместе с вами. Так, я вам чай хочу показать. Короче, чайник там этот Дилмат какой-то там 500 рублей пачка. Это сумасшедший магазин. Вода, смотрите, Эвен 10, 250 рублей. Да, маленькая 5. Даже такая 5 простая вода, кажется. Ну, то есть прям какой-то магазин эксклюзивных цен. Здесь есть вода вот такая вот. То есть, видите, 2. То есть нормальная цена. Это уже арабская вода простая. Вот здесь 1,5. То есть, ну, уже здесь по нормальной цене можно найти воду. На, кстати, есть 9 градусов. И 0. Где-то я здесь видео все покажу. Не знаю, что это такое. То есть, значит, в наличии кислорода, а вот zero типа 0. Вот, ну, 1,5 дирхама это нормально уже. Сколько у нас получается? Немножко все, голова уже не работает. 25 есть. Ну да, 37 рублей. 25 это 1,5. Сейчас беру пару бутылочек и пойду Жанну искать. Где-то за вещами пошла. Не, ну так, конечно, цены здесь подороже, чем в России, подороже, чем даже в Турции. Вот. Как бы Дубай такой недешевый город. Это однозначно. Сделаем обзор, постараюсь продукт в нормальных магазинах, потому что давайте креветки посмотрим цены. Я любитель креветок. 56. Это у нас 1400. Ну, нормально, кстати. Да, вот такие, не совсем не маленькие креветочки. Лобстер. А это цена за килограмм, или за штучку, да, за килограмм per kg. Так, и там 84 лобстер. 84. 2000. Интересно, за килограмм или за штуку? Он все равно нормальная цена. На морепродукты пришли сюда, Индийский, это, да, Индийский океан впадает. Иркутский залив впадает в Индийский океан. На языке, с языка вам снял. Молочко. Блин, ну все, пошел обзор. Ладно, давайте поснимаю, раз уж пошел контент. Просто, наверное, трясется у вас сегодня неудобно, есть шампанское. Еще вода здесь. Да, Жанна у меня на заставке, многие меня заметят. 12, да? 300 рублей, не знаю, вообще молоко нет. Water Slow, да, Milk. 2 литра, кстати. 300 рублей, ну 150 за литр. Это подешевле найдем. А ну вот 6. 150 рублей. Давайте еще подешевле найдем. У нас, да, вот си, дешевле не найдем. В общем, вот так вот такой экспресс-обзорчик цен. Пишите, что думаете, обязательно. Вот, все, я пошел. Вот пробью. В Дубае, если находитесь, поскольку здесь не так много зелени, у вас будет, ну, как бы, недостаток кислорода такой, его надо компенсировать обязательно с питьем воды. Вот, это обязательно. Прогулки должны быть, ходьба у вас. Но пейте воды, тогда, в принципе, ну, нормально будет. Я, кстати, здесь вообще по 4 часа за ночь сплю. То есть где-то в 3 ложусь, вчера в 5 лег. Работал, сидел, дела свои делал. И... сегодня подольше поспал. Вчера в 5 лег, в 9 встал. Значит, это 4 часа поспал, да. 4:30 и 30 встал. Это точно, каждый день сплю по 3-4 часа. Вообще нормально себя чувствую, отлично. Ну, даже целый день что-то бегаешь по застройщикам, по квартирам, туда-сюда, все снимаем, показываем. Онлайн кое-что людям сами показываем. Поэтому нормально. Я на таком движнике. Я думал, вообще вырубить будет, вообще нормально, отлично себя чувствую. Многие тут на сонливость иногда жалуются там. Мне нормально. Ну и, друзья, всех с Новым годом, с наступающим или с прошедшим. Смотря, когда вы этот ролик смотрите, у нас здесь Дельта Фото, Мариот, наш отель. И здесь у нас инсталляция такая новогодняя, живая. Смотрите, все двигается. Поезда здесь ездят. Оу, Merry Christmas. Он грустит, и там он даже горнолыжка двигается. С Новым годом, друзья. Хорошее все настроение, заряд позитива, как всегда, на следующий год. Чтобы все желания сбывались. Хорошая работа всем. Главное, не хорошая работа, хороших доходов. Не, работа тоже должна быть хорошая, должна приносить удовольствие. Если она не будет приносить удовольствие, она будет плохая. Заряд всем, всех. Все, я просто очень уже устал. Все, давайте, с Новым годом вам всех. Огромное всем удачи и пока. Спасибо, кто смотрел до конца. Я вас очень люблю. С Новым годом.